Узнайте правду, и она сделает вас свободными. True Stories Studio представляет фильм Юрия Заблоцкого JFK. Мажор из Бостона. В предыдущей серии мы рассказывали, как ближе к концу Второй мировой войны Джон Кеннеди по состоянию здоровья был окончательно списан с военной службы. Требовалось искать работу, и у него возникла мысль испытать себя в журналистике. В качестве репортера Международной службы новостей ему пришлось освещать события, до сих пор влияющие на судьбы мира. Потсдамскую конференцию с участием лидеров Советского Союза, США и Великобритании и создание Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско, всячески воспеваемое тогдашней прессой. Но Джон уже тогда оценивал происходящее пессимистически. Слишком уж явно не совпадали теперь интересы стран-победителей, что делало невозможным построить мир на единых и общих принципах. Мировая организация, созданная в Сан-Франциско, будет продуктом тех же страстей и эгоизма, которые породили раньше Версальский мир, написал он, добавив, что в кулуарах конференции кое-кто вынашивает уже планы о новой войне с Россией в следующие 10 или 15 лет. В эти же дни в его дневнике появится запись: «Я не согласен с теми людьми, которые выступают сейчас как адвокаты войны с Россией с аргументацией «возможно, а почему бы нет?». Войну он рассматривал как абсурд, допустимый лишь при одном условии – отсутствии другого пути сохранения собственной независимости. Знал бы он, что через 1,5 с небольшим десятка лет именно ему придется предотвращать мировую ядерную катастрофу. В новостном сервисе Джон очень быстро стал ощущать границы возможностей журналиста, чья роль, что там ни говори, была от начала и до конца пассивной. Он мог многое внимательно наблюдать и знать, но он никак не влиял на то, чтобы хоть что-то менялось к лучшему. Об этом же ему постоянно твердил отец, чьи глаза Джон все чаще чувствовал на своем затылке. Отец смотрел на него оценивающе. Еще совсем недавно он и мысли не допускал увидеть Джона в большой политике. Все хорошо знали, что Джон интроверт, что он слишком скромен, тушуется в компании незнакомых ему людей, и что выступление, мягко говоря, не его конек. Все это умел его старший брат, но теперь его больше не было. А стало быть, Джон, и только он, мог попытаться воплотить в жизнь политические амбиции главы семейства. Сам Джон в этом вовсе уверен не был. Прежде всего, у него не лежала душа к политике. Интриги, свидетелем которых он был, вызывали у него отвращение, как, впрочем, и традиционный образ упитанных, самодовольных политиканов, все время живущих как бы по бартеру: «ты мне, я тебе». Джон не собирался следовать этому принципу, и это, надо согласиться, у него вышло. Кое-что отличает Кеннеди от бостонских политиков и, честно говоря, от большей части других политиков. Он редко чувствует себя обязанным кому бы то ни было, скажет со временем один очень крупный партийный лидер. Вот почему старые партийные боссы не горели желанием поддержать его номинацию в президенты. Они опасались, что, поддержав его, они мало что смогут извлечь взамен, когда он окажется в Белом доме. А это вот уже иллюстрация к сказанному. На трибуне бывший президент США Трумен. Накануне съезда Демократической партии, единственный в 20 веке президент США, не имевший высшего образования, публично обвиняет выпускника элитного университета, проведшего в Конгрессе на 4 года дольше, чем он, еще и ветерана войны, в недостатке опыта и призывает его добровольно отказаться от выдвижения кандидатом в президенты. Вопрос не в том, готов ли Кеннеди для страны, заявляет он. Вопрос в том, готова ли для него страна. Не забывайте подписываться на наш канал. Но это случится в далеком будущем. А тогда, в 1946 году, Джон отрицательно оценивал свои возможности, тем более, что его внешний вид в те дни оставлял желать много лучшего.
Джон был неприлично молод, фактически изможден и желтый от малярии. «Окончится война, и ты уедешь в свою солнечную Калифорнию», скажет он своему приятелю Полю Фрею. «А мне придется остаться здесь, с отцом, мечтающим превратить утопленный корабль и больную спину в политический плюс для будущего». Собственно, он готов заняться этим прямо сейчас и не понимает, почему Джонни Бой до сих пор не мчится на всех парах под полными парусами. Почему же он все-таки передумал или, по его же словам, попытался примерить туфли своего старшего брата Джо? Мотив своего решения, пожалуй, лучше всего объяснил он сам, пытаясь убедить некого Джона Дрони принять участие в своей самой первой избирательной кампании. Если мы думаем изменить что-нибудь так, как следует, приходится заниматься тем, с чем не хотелось бы иметь дело. «Я согласился встретиться с ним и поговорить, чтобы отказать», рассказывал впоследствии Дрони, ставший одним из наиболее активных участников и казначеем в избирательном штабе Кеннеди. «Но после этой короткой речи я отказался от своего намерения». Недавно демобилизованный сержант Дэйв Пауэрс на всю жизнь запомнил, как 21 января 1946 года кто-то поздно вечером постучался в двери апартаментов на третьем этаже его дома в трущобах, где Пауэрс ютился со старшей сестрой и ее 8 детьми, еле сводя концы с концами, на нищенское пособие для безработных ветеранов. Он получал всего $20 в неделю. 15 лет спустя, когда Пауэрс вместе с президентом США будут плавать вдвоем в бассейне Белого дома, Кеннеди однажды скажет ему: «А знаешь что, Дэйв, если бы я устал тогда, когда пришел на второй этаж, и уже не смог подниматься дальше, мы никогда бы уже не встретились». «Горела только 20-ваттная лампочка в холле», вспоминал Пауэрс, «и я с трудом мог различать худого, красивого молодого парня, одиноко стоявшего в полумраке. Он протянул мне руку и сказал: «Меня зовут Джек Кеннеди. Я кандидат в конгрессмены». Я ответил: «Ладно, входите». Потенциальный конгрессмен, по словам Пауэрса, выглядел довольно больным и робким, и он попросил Пауэрса помочь ему. Пауэрс отказался. Он уже работал на другого претендента, Джона Коттера. Они проговорили около 20 минут о людях в этом районе, об их нуждах. Пауэрс отметил, что слушает Джон внимательно, как будто бы собеседник был единственным человеком в мире, который интересовал его в ту минуту. Прощаясь, он как бы, между прочим, упомянул о встрече с матерями погибших воинов и предложил Пауэрсу пойти с ним. И тот согласился, никакого вреда от этого Коттеру точно не было. Не забывайте подписываться на наш канал. Встреча с матерями была короткой. Пауэрс отметил, что оратор Джон так себе и говорил не особо много о трудностях войны и о том, как важно стремиться к миру. Закончил он так: «Мне кажется, я знаю, что вы чувствуете. Моя мать потеряла сына на войне тоже». Пауэрс был поражен тем, что случилось после. Все эти матери, вскочив со своих мест, стали бежать к трибуне. Джона окружили со всех сторон. «Я видел множество разных политических выступлений», скажет Пауэрс, «но никогда не встречал ничего подобного. Я слышал, как женщины говорили друг другу: «Какой замечательный парень! Он так похож на моего Джона или моего Боба». У всех у них горели глаза. Они не хотели его отпускать. «Ну, как, по-вашему, все прошло?» – спросил его Кеннеди уже при выходе. «Это невероятно», – ответил Дэйв. «Я видел такое впервые в жизни. Я уже с вами. Я уже начал работать на вас». Ни один из них, естественно, не догадывается, что эта работа для Пауэрса со временем окажется смыслом жизни. После убийства в Далласе он будет создавать библиотеку и музей имени Джона Кеннеди. И много лет подряд будет работать его куратором. До последнего дня, защищая от клеветы память своего лучшего друга. Не забывайте подписываться на наш канал. Так мало-помалу формировалась команда кандидатов в конгрессмены, состоящая по большей части из молодых, далеких от политики дилетантов. С некоторыми из них он учился в школе, с другими в университете, с третьими он познакомился уже в армии. Помогать приехали многие из тех, с кем он воевал на ПТ-109.
В победу, как ни странно, верили почти все, за исключением будущего специального советника президента Кеннеди Кеннета О'Доннелла, приглашенного сюда младшим братом Джона, Бобби. «Я поработаю для него ради тебя, Бобби», – сказал он после короткой встречи с Джоном. «Но Конгресса, думаю, ему не видать». У недоброжелателей клана Кеннеди принято повторять, что те просто скупали выборы. Джон относился к этому с юмором, при случае огласив в 1960 году на одном из митингов телеграмму, полученную якобы от отца. «Дорогой Джон, не покупай, пожалуйста, ни на один голос больше, чем крайне необходимо. Я разорюсь, если придется оплатить 100% победу». На самом деле, на всех этапах политической деятельности Джона Кеннеди его соперники тратили денег, по крайней мере, ничуть не меньше. Именно по этой причине его появление в списке участников предвыборной гонки по 11-му округу города Бостона у его соперников, а было их 8 человек, особого беспокойства ни у кого не вызвало. Округ считался довольно сложным, в нем было несколько бедных районов, где не на что, от слова совсем, рассчитывать было сыну миллионера. Конкуренты не принимали Джона всерьез и еще по одной причине. В Бостоне он был пришлым, поскольку уже с 9 лет рос и воспитывался в Нью-Йорке. Так что, по его же собственному признанию, единственным человеком в Бостоне, которого он знал, был его дед по матери, 83-летний Джон Фицджеральд, живший в отеле «Беллевю». Именно этот адрес пришлось указать как адрес проживания кандидатов в конгрессмены. Таких кандидатов в Бостоне иронически называли саквояжниками, и, само собой, они традиционно считались непроходными. Одним словом, объективно Джон Кеннеди со всех сторон выглядел безнадежным лузером. Один из соперников отзывался о нем как о несчастном, маленьком, богатом парнишке. Другой предлагал ему выйти из гонки в обмен на место своего будущего секретаря в Вашингтоне. Таким образом, со стороны соперников имела место явная недооценка возможностей Кеннеди и его молодой команды. Многого, конечно же, не умевшей, но зато работавшей на износ с утра и до поздней ночи. Я не знаю, откуда они взялись, позднее будет вспоминать один из его конкурентов. Но все они были хороши, и все они были новыми. В кампании, которая проходила под лозунгом «Новое поколение предлагает лидера», помимо Джона, активно участвовали его младший брат Бобби и сестра Юнис. Соперники недооценивали также харизму Кеннеди. Как-то его отец случайно попал на его выступление на площади Мэверик, где собирались итало-американцы. Толпа была враждебной, однако по мере того, как Джон прошелся среди людей, пожимая руки и вежливо спрашивая о том о сём, обстановка сразу же потеплела. «Если бы я не видел этого своими глазами, я поставил бы 5000 против $1, что этого просто не может быть», сказал изумленный отец знакомому. «Я даже не представлял, что Джек способен на что-то подобное». Один близкий друг Майкла Невилла, тоже кандидата в конгрессмены, предложил Джону Дрони пари на $1000, что Невилл наберет голосов в 2 раза больше, чем Кеннеди. Но Дрони для начала свел его с Джоном. Представил его он так: «Этот парень не сможет помочь тебе, он старый друг Майкла Невилла». Кеннеди ответил: «Вы правы, никогда не бросайте своих друзей. Позже будут еще кампании, и, быть может, тогда вы уже сможете помочь мне». Беседа продолжалась около 10 минут, после чего пари так и не состоялось. Типичный рабочий день Джона Кеннеди выглядел тогда примерно таким вот образом. Я заходил за ним около 6:30, и с 7 до 8 он стоял около военной верфи, пожимая руки тысячам рабочих, вспоминал Дэйв Пауэрс. К 8:15 поток иссякал, и мы делали перерыв на завтрак. В 9 часов мы начинали ходить по улицам, поочередно стуча во все двери. Он заглядывал в переулки и поднимался по лестницам домов, где никогда не ступала нога политика. Он даже не представлял, как удивлены и поражены были эти бедные люди, обнаружив, что он стучится к ним в дверь. Никто из политиков никогда не удосужился прийти к ним. «Мы делали перерыв на ланч», – продолжал Пауэрс, молочный коктейль с гамбургером, и начинали обходить парикмахерские, кондитерские и прочие магазины, кафе, пожарные станции, участки полиции.
А к 4 часам мы возвращались к военной верфи, только, конечно, к другим воротам, всего их было 3, на 10 тысяч рабочих. По вечерам проходили митинги или форумы с участием кандидатов. А дальше он посещал по 3-4 вечеринки в домах, где было от 15 до 70 избирателей. Многие из тех, кто присутствовал там, уже на следующий день приходили работать к нам в штабе. Он обладал уникальной интуицией в оценке людей, говорил Джон Дрони. Однажды я собрал для него группу из 35-40 молодых парней и девушек. И он моментально выделил 2 или 3 из них на ключевые места. И выбор оказался безошибочным. В процессе кампании Джон на глазах менялся. Робость и застенчивость уходили. С каждым днем он все увереннее держался на людях, как правило, находя удачные к месту реплики. Был случай, когда ведущий форума дал слово ему последним, представив всех до него, парнями, прошедшими трудный путь. «Оказывается, — начал Джон, — я здесь единственный, который не прошел трудный путь». Кампания, разумеется, не проходила гладко. Его сторонников часто спрашивали, зачем они поддерживают сына миллионера. Тема саквояжника, поселившегося в гостинице, тоже все время витала в воздухе. На это приходилось огрызаться. Никто не спрашивал его адрес, когда он воевал на ПТ-109. Позднее, уже став конгрессменом, Джон будет снимать скромные 3-комнатные апартаменты на Боудуин-стрит, 122. Это станет его официальным домашним адресом до конца жизни. В день гибели в его бумажнике будут лежать водительские права с этим адресом. Не забывайте подписываться на наш канал. Победа оказалась ошеломляющей. За Джона проголосовали 22 183 избирателя. Все 8 его соперников, вместе взятые, набрали 32 541 голос. Итак, оставалось только заполнить бумаги для номинации. Вечером последнего дня, когда их можно было подать, один из членов избирательного штаба поинтересовался ими. Оказалось, что кандидат об этом напрочь забыл. Было около 6:30, соответствующий офис закрылся в 5. Все бросились к телефонам. История завершилась благополучно. Без лишней огласки офис поздно вечером был открыт, и бумаги были таки заполнены. Но еще каких-нибудь пару часов и месяцы напряженной работы сотен людей и самого кандидата пошли бы прахом. Первый же шаг новоиспеченного молодого конгрессмена получил небывалый общественный резонанс. Он оказался единственным представителем демократов от штата, отказавшимся подписать петицию президенту о помиловании бывшего губернатора Массачусетса Джеймса Керли, осужденного за финансовые преступления. Затем он резко выступил против Американского легиона, организации военных ветеранов, препятствовавшей обеспечению бывших военных дешевыми федеральными домами. Дословно он сказал, что руководство Американского легиона ничего не сделало полезного для страны, начиная с 1918 года. Вспыхнул, естественно, большой скандал, разивший нахалу потерей будущего. Его друзья в Конгрессе уговаривали его немедленно отказаться от своих слов. Зал оживился, когда он опять взял слово, но вместо того, чтобы покаяться, Джон повторил свои обвинения. Вот так вот и обнаружилось, что в его лице в Конгрессе появилась непростая фигура. В полной мере оценили это и избиратели. Через 2 года ни один кандидат от любой из партий на перевыборах вообще не рискнул состязаться с Джоном. А в 1950 году он с легкостью обошел 6 соперников, получив в 5 раз голосов больше. В официальной декларации Джон указал, что выборы не стоили ему ни цента. На заседаниях Конгресса будущий президент впервые пересекся с будущим вице-президентом Линдоном Джонсоном, в прошлом учителем, которого за уши втянули в большую политику несколько техасских нефтепромышленников, сделавших его впоследствии лидером демократического большинства в Сенате. Кеннеди и Джонсон были, можно сказать, настоящими моральными антиподами. Если первый зарабатывал голоса, то для Джонсона их рисовали. В 1948 году он прошел в Сенат только благодаря подтасовке бюллетеней в количестве 200 штук, появившихся на одном из участков через 6 дней после выборов. Джона Кеннеди он не любил и даже спустя много лет не станет скрывать свою к нему антипатию.
Он был молодым молокососом, страдающим от малярии. И, черт подери, болезненным. Да, болезненным. Он никогда не сказал ни одного путного слова и не сделал ничего значимого. Что и как было на самом деле, вы узнаете из следующей серии. Оставайтесь с нами. Не забывайте подписываться на наш канал.